Здравствуйте, дорогие друзья. Пришла зима, и я столкнулся с той же проблемой, что, наверное, многие сталкивались владельцы Логанов, Сандеро вторых. Это плохой обогрев ног водителя. Сделано здесь, честно говоря, очень... Видите, какой воздуховод, очень непродуманно. Получается, сюда как бы на ноги, на педаль где газа, а вот это типа дует, где сцепление и тормоз. Ну вот, плюс вот это вот еще обивка пола, да, то есть получается вот на педаль газа не попадает совсем, то есть она куда-то вот вообще получается сюда за торпеду дует. Многие тут пробуют исправить, я даже тут тоже пробовал так вот затянуть стяжкой, это не помогает. Разные варианты есть, если у вас деньги позволяют, хотя, конечно, если вы владелец Логана, это вряд ли про вас, но все равно. Вот сюда ставят, вот вместо всего вот этого вот воздуховода, вот так он будет идти, это воздуховод от Lada X-Ray. Хотя это тоже концерн Lenovo выпускает. На Каптюре они тоже ставятся. Сейчас я покажу и покажу вам артикул. Ну, честно говоря, я не знаю. Цена колеблется до кусочка пластмассы от 2,5 до 8,5 тысяч рублей. Ну, честно говоря, это... Не знаю, мне это как-то совсем отрыв берет. И я посмотрел в интернете, многие делают из подручных средств, чаще всего сантехнических труб. Смысл какой? Главное вот перенаправить поток горячего воздуха. Тогда будут ноги прогреваться. Вот я посмотрел в различных, как кто делает, там есть и длинные, то есть вот так вот идут трубы, знаете, вот так делают. Но я посмотрел, я, наверное, сделаю, понравился мне один вариант, ну как, там производная от этого варианта, но в чем он состоит? Вот такая вот манжета, переходная манжета с чугунины на пластмассу. — 50 на 73. 72 на 50. И вот такой вот уголок на 50. То есть, что надо будет делать? Одеваем манжету. Сейчас я сниму. Одеваем манжету вот этим вот концом, который на 73. Вот так вот. На наш воздуховод. Ну, предварительно вот эти вот ребра, которые мешают движению потока, надо будет вырезать. Но я еще вот этот вот срежу, вот этот кусок, да, а здесь вот так вот изолентой черной обмотаю, чтобы вот это вот закрыть, потому что здесь она почти впритык, видите, отверстие. Мало ли, манжет до конца не будет идти, и, может быть, сюда будет идти воздух идти. Я хочу это закрыть. То есть обмотаю черной изолентой, и вот так вот, поставив манжету, закрепив ее, вот так вот, надо будет поставить уголок. Ну, единственное, что немножко подрезать, потому что мешается вот это вот крепление. Но будет вот так это будет выглядеть, ну, вставлено. И можно будет регулировать поток воздуха. Ну, вот лучше на педали. Единственное, что вот здесь, в этом уголке, я, по крайней мере, вот так вот срежу. Ну, во-первых, чтобы не мешало ногу ставить с педали газа на педаль тормоза, то будет выступать. А во-вторых, в принципе, можно попробовать. Вы тоже можете поэкспериментировать.
сначала я вот так срежу, посмотрю, чтобы шло вот в районе вот между педалью тормоза и газа. То есть, в принципе, воздух будет идти под скоростью, да, вот так он будет кружиться, и будет доставать и педаль сцепления тоже. Если вдруг этого будет недостаточно, можно будет просто не вот так отрезать, а потом еще вот так кусочек подрезать, и получится часть не 90 градусов будет, а под 60, ну, под 65 где-то. Ну, в общем, сейчас ставлю манжету, закрепляю, и потом ставлю уголок. А крепить какую-нибудь, не знаю, тут пластинку найду, она будет выступать. Вот сюда будет выступать, чуть вперед. И я просто притяну вот к этой вот металлической пластине. Так, ну вот я спилил ненужные перегородки. Вот этот кусок, который так стоял, немножко подпилил его, под углом загнул сюда. И сейчас вот так вот изолентой вокруг обойду, ну, чтобы вот это захватить, чтобы это было как бы тоже стеночка. И потом буду одевать манжету. Просто, чтобы, ну, если манжета до конца не дойдет, чтобы отсюда она не шла. Изолента будет лучше держаться. Ну, манжету одену и стяжкой ее, наверное, тоже сделаю. Посмотрю сначала, прикину манжету одену, потом посмотрю, как будет идти, сколько надо будет отрезать. И стяжкой сделаю манжету здесь, перетяну. И ту, наверное, перетяну уголок. Ну и уголок буду уже резать. Посмотрим, как получится. Забыл сказать, что удобнее всего резать, вот у меня получилось. Я взял пилку по металлу, полотно по металлу, и вот так вот резал, легко режется. Другим мне ничем не получилось подлезть. Не знаю, может, дримером, конечно, у кого, но у меня нет дримера. Вот пилочкой сделал. Ну вот, я вот так это подрезал. Да тут снял, где резинка, да? И тут в этой части где-то сантиметр пришлось срезать. Ну, посмотрел, не буду никакими стяжками делать. Я вот просто здесь, ну, во-первых, изолентой вот здесь пройду, чтобы не выскакивал. Ну, черненькой изолентой, чтобы смотрелось более-менее цивильно. И вот сюда такую пластинку на изоленте примотаю, вот здесь. И пластинку прихвачу стяжечкой, чтобы она держала. А уже направлять поток буду, ну, смотреть куда. Там, посмотрю, как лучше направить. Пока он идет, получается, между педалью газа и педалью тормоза. А, как уже сказал, поезжу, посмотрю. Если надо будет, просто вот тут вот так немножко спилю, чтобы часть еще туда уходила. Ну, посмотрю сначала. Так, ну сейчас буду изолентой заматывать и пластинку прикручивать. Ну вот, из пластинки нашел только поломанное полотно. Ну, тоже ничего, нормально, в принципе, держаться будет. Вот так вот замотал изолентой, сразу и здесь тоже немножко прошел. Ну, чтобы пожестче было. Сейчас буду ставить. Ну, вот так она будет, получается, у меня стоять, да, притянута. Поезжу, посмотрю, как я уже сказал. Потом, если что, вот так вот. Вот так, возможно, обрежу. Ну, посмотрю, как это получится. Ну, вот что получилось. Вот тут закрепил стяжкой. Получается вот между педалью тормоза и газа. Ну, сейчас поезжу, посмотрю, опишу свои ощущения. Ну, в общем, поездил я, попробовал. Ощущения, конечно, совсем другие. В принципе, я ничего подрезать не буду, потому что у меня поток, получается, идет вот так вот на ногу, да. Часть попадает вот на этот обивку пола и идет по низу. То есть и вот это тоже нога греется. То есть очень, ну, нормально прогревается. Единственное, конечно, пришлось для пущего эффекта закрыть одно сопло ног пассажиров, пассажира справа. То есть вот получается здесь одно отверстие было, и вот вниз. То есть получается одно сюда шло, а другое вниз. Это было большого сечения, и тут, в принципе, поток гораздо больше был, чем на ноги водителя. Я вот кусочком пеноплекса вырезал, немножко отсунул, осталось только нижнее отверстие, сюда уходит.
и поток уменьшился, то есть пассажиру не так стало жарко, как было раньше. Ноги водителя мерзли, а ноги пассажира были горячие. То есть вот с этой доработкой, закрыв, еще лучше улучшилось обогрев ног водителя. Вот все, что я хотел вам рассказать. Как можно практически задешево. То есть уголок там рублей 40 стоит, наверное, и манжета рублей 40. То есть за 100 рублей и там, буквально 20 минут улучшить обогрев ног водителя. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.